На удивление, мы быстро добрались до места нашего старта на Чусовой. Вечерняя электричка из Серова в Нижний Тагил. Там нам помог охранник электрички, вызвал по телефону своего приятеля, который домчал нас на берег Чусовой возле старинного села Усть-Утка. Утром на следующий день не спеша приготовились к сплаву, каждый на своей лодке. Пока Виталий искал, где пропускает воздух баллон и клеил это место, я успел прогуляться по селу. 90% домов в Усть-Утке из бревен. Возле каждой избы под навесом приготовлены березовые поленья для печей. Возле заборов бревна, чурки, следы работы бензопилы. Ни газом, ни углем люди не пользуются. Живут, как в старину. Оказывается, в давние времена в селе Усть-Утке была самая крупная пристань, откуда каждую весну на небольших деревянных судах отправлялись по реке караваны продукции 4 металлургических заводов, в том числе Нижнетагильского, в европейскую часть страны и за границу. Старый Соболь, так называлась марка стали, шедшая по Чусовой из демидовских владений. По пути сплавщиков железа мы пойдем. Это была единственная дорога через горы, через тайгу. Чусовая отличается от Свосьбы, она веселее. В плане того, что пошире, посветлее, не так угрюмо. В береговом лесу сложно встретить лиственницу, кедр. Чусовая потеплее. Чего много, так это скал, камней до 100 метров. Эта речка Чусовая чиста. Мальков столько, сколько комаров на Северной реке. Вот потому-то эту красотищу так любят путешественники всех мастей, считая Чусовую самой красивой рекой Европы. Первым шедевром, созданным водой реки за миллионы лет, который мы увидели, стал камень Богородский, недалеко от села Усть-Утка. За ним появился камень Красный. Наше восхищение, ахи-охи, тонули в гомоне отдыхающих на катамаранах. В основном это были нижнетагильцы, совершавшие организованные и неорганизованные прогулки. Каждый поворот головы открывал очередную картину пейзажа, которую можно смело называть шедевром. Радовало, что можно было и самому стать деталью пейзажа, поскольку и мы с Виталием снимали друг друга, и дрейфовавшие на катамаранах граждане охотно выполняли эту просьбу. К вечеру второго дня мы подошли к одной из самых красивых скал на Чусовой, камню Омутному. Экскурсия на Омутной, хотя тропа была крута, прошла на одном дыхании. Размялись, сделали фото и видеосъемку. Сидеть бы на камешке и любоваться видами. Движение солнышка, тучек, поворот головы. Все красиво. Вид с Омутного на причальные места. Палатки. Много катамаранов. Люди отовсюду. Камень Омутной, казалось бы. Ни золота, ни серебра тут нету, а он притягивает людей. Чусовая уходит в горы. Вот, смотри, как красиво идут. Да. Красиво идут. Ну-ка. Вот на Омутном такая вот нора имеется. А здесь пропасть. Яма. Там с Омутного дым яма. В общем, всем привет. Ночевка была возле камня Дароватого. Названа так за наличие небольших пещер, гротов
образовавшихся в результате разрушения известняка, из которого созданы скалы на Часовой. Небо ворчало, и все-таки пролилось дождем на Часовую. Терпимо, на Сосе мы не такое видели. Лупит дождь уже 20 минут. Суровое испытание. Суровое. За оленем пошли камни собачий, дед. Их мы уже шли в тишине. Большинство сплавляющихся заканчивает маршрут в деревушке неподалеку от камня Оленева. И бесконечные крики, смех, гвалт позади. Здравствуй, тишина. Камень оленей. А вот подняться для съемки на камень Оленей, который считается самым красивым камнем, самой красивой скалой на Часовой, я не смог. Во время причаливания я был босиком во время выхода на берег и поранил подошву осколком разбитой стеклянной банки. Вот пошли средства обеззараживания, бинты, как свои, так и из аптечек, катамаранщиков. В общем, не все в путешествиях проходит гладко, если оставлять на берегу в воде стеклянную тару, консервные банки. И мне урок. Надо пользоваться сапогами, сланцами. Но как же был хорош оленей камень. Как же он был хорош. По легенде, на эту скалу высотой в 70 метров охотники загнали оленя. Олень не захотел, чтобы пуля оборвала его жизнь. Он захотел умереть свободным и прыгнул со скалы. Так гласит легенда, которую можно услышать у тех, кто сплавляется по Часовой. Возле камня Писаного на левом берегу большой каменный крест, поставленный на месте рождения, как можно понять из надписи, которая выдолблена в камне, на месте рождения сына Акинфия Демидова Никиты в 1724 году. С одной стороны надпись о рождении, с другой – кровопийца трудового народа. Как тут не вспомнить Емельяна Пугачева, у которого в войске немало было работников металлургических заводов этой самой семьи Демидовых.